Всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Мертоглу турецкие узоры. Сегодня я буду вязать вот такие тапочки. Они на подошве, на готовой подошве, на войлочной подошве. Значит, с чего начать? Вверх я связала кусочек мысок тунисским вязанием. Потом спицами сделала только вот этот рулик обвязкой, крючком. Боковушки я связала тоже тунисом. Ну и привязала его к подошве. Что я для этого использую? У меня готовые подошвы. Вот смотрите, вот такая вот уже с дырочками она. Это вот обычная. Подобие кожи, не кожа. Это не кожа, это что-то вот подобное. А здесь войлок. Вот такие вот еще модельки. Это тоже войлок. Тут прослоечка идет, типа пористой резины, как говорят. А это вот купила, не глядя. Внутри войлока нету, поэтому здесь можно просто или стельку приклеить потом, или же связать. Вот такая вот подошивка. Так что, если, конечно, у вас нету таких готовых, то можно, как делают, шилом прокалывают. Но я так думаю, что готовые подошвы, если поискать, они уже везде продаются. Так что вот покажу вам на такой подошивке. Значит, у меня будет 37 размер. Что я для этого взяла? Крючок у меня тунисский 2,5 и спицы 2,5. Теперь дальше. Я вот набросала себе схемку мыска, чтобы потом не путаться. Ну, особенно для тех, кто будет вязать первый ряд. Можете себе тоже ее перерисовать. Вот у меня начало с 11 петель мысок. Всего я набрала 23 петли. Значит, подошва на 37 размер написано было, но когда она вся обвяжется, она на 38, я так думаю, тоже пойдет. Сделала я добавочки, вот, расширила. Мысок небольшой, ну, как раз на этот размер он подходящий. Теперь, сейчас что я сделаю еще? Вот длина подошвы 24 сантиметра. 24 сантиметра, здесь не видно, 24. Ну и, соответственно, когда я буду вязать тапочек, вот тоже от мыска и до конца 24 сантиметра у меня. Ну и длину я прикладывала, чтобы ложилась и не в натяжку, и не сильно свободно. Нормально, чтобы ложилась вот так вот. Ну, замеряла по сантиметрам, значит, чтобы длина вязаной нашей тапочки совпадала с длиной подошвы. Но обо всем по порядку. Значит, потом покажу, как я эту подошву обвязывала. Сейчас мы будем вязать вверх. Значит, что мы сделаем? Ниточки. Какие у меня в этот раз ниточки? Вот такие вот турецкие ниточки. Акрил. Вы можете вязать любыми нитками. Но чтобы более-менее совпало с тем, что я говорю, хотя бы чтобы метраж был близок к моим, потом совпадет размер. Ну и опять же ориентируйтесь по своей ноге, по своему размеру. 100 граммах 250 метров у меня. Вот так вот. Что тут у меня еще? Вот смотрите, здесь у меня написано спицы, какие можно применять. Номер 3, номер 3,5. Но я для тапочек беру спицы всегда на номер меньше. Вот у меня вверх я обвязываю двойкой, а здесь 2,5. Потому что это тапочки, это на ноге, чтобы не было быстрого износа. И почему я использую акрил? Он более-менее... Смотрите, я не могу ее разорвать, эту нитку. Она тоже протрется со временем, но не так быстро, как шерсть. Конечно, когда шерсти, это теплее, мягче. Но раз у нас здесь готовая подошва, то вверх вы можете вязать с каких хотите, в общем, ниточек. Теперь, что мы начнем? Начнем мы сейчас, наберем 11 петель. Так, что-то я нитку тут растянула. 11 петель. Сейчас я наберу на спицу их. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сейчас. Так, берем крючок. Так, выкинем. И крючком буду снимать. Вот так вот захватываю. И сниму эти 11 петель на крючок, пересниму их. Провяжу потом 5 рядов
Первые 5 рядов с прибавками, а с 6-го ряда начну вводить узор. Так, ой, соскочила. И вот последнюю набрали. Так, возвращаемся обратно. У вас, говорят, не затекает палец? Нет, не затекает, он все время в движении находится, поэтому мне так удобно. Вы делаете так, как вам удобно. Я первые 2 петли провязываю вместе. Был такой вопрос. Одна половинка получается, один край толще, другой тоньше. От подписчика. Я не знаю, что на этот вопрос, честно говоря, ответить. Пересмотрела все свои тапочки. У меня оба края получаются одинаковые. Может быть, вы как-то не так захватываете. Может быть, по-другому лишний какой-то накид делаете в конце ряда. Вот последняя петелька. Не вытягивайте ее сильно, потому что ряд этот получится тогда волнистый. Вот, придерживайте ее. Так, первую петельку я провязала. Накид буду вязать с накидами на себя. Вяжем до конца. Так, провяжем 5 рядов. Так, осталось 2 петельки. Делаю накид. Предпоследняя. Последнюю беру за 2 дужки. Захватываю, вытащила. И возвращаюсь обратно в начало ряда. По 2 петельки. Так провяжем 5 рядов. Понятно, да? Ой. Первую сняли. Одну на себя. Накид с предыдущего ряда. И идем до конца, не забывая делать прибавки. Давайте провяжем 5 рядов, я к вам вернусь. Я провязала 5 рядов. Сейчас буду вывязывать цветочек. Но перед этим, что вам хотела сказать. Значит, вот эти вот точечки, что я здесь понаставляла, сам узор, цветочек, у нас будет вязаться на 3 петлях. Значит, посередине средняя петля, это будет сам цветочек, а крайние петельки мы к ним будем привязывать листик. Вот, это что было понятно. Между каждым цветочком у нас будет по 5 петель. Что я еще хотела сказать. Можете мысок вязать крючком номер 3. Это будет легче. Но так как у меня размер небольшой, поэтому я вязала номером 2,5. Если вязать крючком больше номером, то, соответственно, цветочки получатся больше. У меня будет по 5 накидов здесь на цветочек. Вот я вам хочу сейчас показать. Я одну модель уже связала. Здоровенная такая лаптя. Здесь у меня по 7 накидов. Потом поймете, о чем я говорю. Это у меня на 40-й размер. Так что они совсем по-другому выглядят. Если вязать их... Это у меня связано номером 3, крючком номером 3. И я делала по 7 накидов. Но их немножечко проблематично было вытягивать. Поэтому я пользовалась обычным еще крючком. Так что вот это вот, что я вам хотела такое показать. Можно 2,5, можно 3. Если у вас размер будет 38-39 больше, то не 11 петель, наберите 13 петель. Можете расширить это до 25. Ну и, соответственно, высоту мыска, какую хотите. У меня 30 рядов. В зависимости от вашей толщины ниток и вязания, может быть меньше, может быть больше рядов. Так, теперь я вот 2 ниточки на ряд ниже уже закрепила. Я на каждый цветочек буду отдельную нитку закреплять. Вы можете эту нитку вдоль вязания протягивать. Поэтому кто как хочет.
Теперь, что у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Первые 8 петель я их провяжу без накида. Так, провязываю. Четыре, пять, шесть, семь, 8. Теперь средние вот 3 петли у нас. Средние 3 петли, что я делаю? Опускаюсь, средняя петелька, вот 3 петли, берем среднюю петлю, опускаюсь на 2 ряда ниже. Крючок провожу на ту сторону. Вот у меня зеленая ниточка. Я ее подхватываю и вытягиваю. Сразу же эту нить перебрасываю сюда. Ее постоянно буду перебрасывать, закреплять. Теперь вытащили мы посередине. Первая петелька. Провязываю белым цветом вместе с зеленым. Вот так вот. Все, ниточка здесь осталась. Средняя из 3 петель. Подтянули ее немножко, расширить. Раз, два, три, 4 и 5. Вот так. Набрала 5 петелек. Теперь опять возвращаюсь в эту дырочку, где был у нас листик. Зеленую нить захватываю. Вытащили. И в 3-ю петельку опять провязываю белой ниткой. Вот так вот. Дальше до конца идем белым цветом. Идем до конца, возвращаемся обратно. До конца провяжем, обратно вернемся. Провязала я обратные петельки, дошла до цветочка, захватываю нить и теперь ее протяну через 5 петелек. Вот так вот. Вот, протянула. Дальше я буду вязать белым цветом до конца. Между каждым рядом между каждым цветочком я буду делать по 5 рядов белым цветом. Так, теперь зеленую ниточку перебрасываем, закрепляем ее. Опять набираю эти петельки на спицу, провяжу их белым цветом. Вот так вот. Иду до конца и возвращаюсь обратно белым цветом. Так, ниточки перебрасываю.
можно было чуть побольше затянуть его, конечно. Ну. Все, так провяжем 5 рядов. И следующий будем вязать уже 2 тюльпанчика, расширять. Вот так вот у нас получится. Провяжем 5 рядов. Я, белым цветом я к вам вернусь. Значит, провязала я. Вношу поправку. Между рядами у меня не 5 рядов, как я сказала, а 4. Ну, оговорилась, ошиблась. Это 5 рядов у меня было в начале. 4 ряда я провязала белым, а с 5 ряда я буду вязать следующие цветочки. Ну, в принципе, вы можете и через 3 ряда их вязать. Можно еще реже вязать. Кто как хочет, то так и распределит. Но заговорилась. Через 4 ряда, а не через 5, а с 5 цветочек. Теперь идем дальше по схеме. Первые 6 петелек. Сейчас я буду 2 цветочка провязывать. Еще 2 цветочка покажу, а дальше пойдем по схеме. Первые 6 петель я провязала белым цветом. Еще раз покажу этот цветочек. Так, вот так вот мы на белую его переброшу. Вот средние 3 петли. На 2 ряда вниз опустилась. Зеленую вытащила. Первую петельку. Петельку вместе с зеленой, вот белым цветом протянула. Средняя из 3, подтянули ее. Набираю 5 петелек. Раз, два, три, 4, 5. И опять в ту же дырочку ввожу зеленую, захватываю, вытягиваем. И в третью петельку провязываем. Что-то тут прицепилось. Провязали белую. Теперь 5 петель белым цветом. Раз, два, 3, 4, 5. Вот средние 3 петельки. Опять то же самое делаем. Опускаемся вниз. Захватываем зеленую ниточку. В первую петельку. Да показывать трудно, а вязать легко. Провязала вместе. Среднюю. Раз, два, 3, 4, 5. Опять возвращаемся. Вытягиваем зеленый листик. Все. До конца ряда идем белым цветом. Возвращаемся обратно. И будем провязывать цветочек. На спице у меня 23 петли. Накидов больше я не делаю. Жалко, что вы не можете пощупать. Вот и эта сторона, и эта сторона абсолютно одинаковые. Просто здесь край смотрит вперед, а здесь у меня он смотрит вот назад. Возвращаемся обратно. Возвращаемся до цветочка. Я прям уже первый провязала. Вернулись вот до цветочка. Опять же захватываем нить. И все эти 5 петелек провязываем вместе. Вот так вот протянули. Я чуть-чуть подтягиваю. Сзади зеленую нить перебрасываю. Закрепила. Дальше иду белым цветом.
Так, следующий ряд. Опять эти 5 петелек собираем на спицу, на крючок. Захватываю белую нить, протягиваю. Так вот, вперед его. Все. И дальше идем все белым цветом. И точно так же провяжем второй тюльпанчик. Возвращаемся обратно белым цветом. Нить перебрасываем, протягиваем ее по ходу вязания. Вяжем по схеме. Через 4 ряда я сделала вот такой ромбик. Можно в любом порядке их расположить, цветочки. Можно просто ровно, кто как хочет. Давайте немножечко провяжем сами. Я к вам вернусь. Довязываю я мысок до конца. Последний цветочек сейчас провяжу. Он один у меня будет наверху. Что хотела еще показать. Вот смотрите, это я делала пробничек. Здесь я вязала через 3 ряда. Вот так густенько получилось. Оно мне почему-то не понравилось. Я решила пореже сделать цветочки. Так что вот. Хотела показать, как будет выглядеть, если делать через 3 ряда. Так, опять у меня работает дрель на первом этаже. Но придется говорить громко, чтобы ее перекричать. Потому что они сверлят вторую неделю подряд. Так, теперь, девочки, сколько я здесь провязала? 3, 6... 3, 6, 9, 10. Вот 10 петель, да? Средние 3 петельки. Вот над этими вот средним цветочком. Последний цветочек мы провяжем. Нашли средние 3 петельки. Еще раз покажу. На 2 ряда ниже я провожу крючок. Захватываю зеленую ниточку. Вытащила. В первую петельку. Первую петельку провела, ниточку перебросила, провязала белой, среднюю петельку проводим крючок, подтянули. Теперь берем нитку для цветочка, набираю 5 петель, 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так, 5. Опять в ту же дырочку, где был листик. Вытянула. И в третью петельку белую подхватила, провязала. Все. Сразу зеленую перебрасываю, чтобы ее закрепить. И до конца вяжу белым цветом. Вяжем до конца белым цветом, вернемся. Довязала до конца, возвращаюсь обратно. По 2 петельки. Так, беру сиреневую опять. И через эти 5 петелек протягиваю. Протянули, подтянули. Дальше буду продолжать белой нитью. Все, на этом наш треугольничек закончен. Оставшиеся ряды мыска я провяжу белым цветом. У меня 4 ряда еще будет. Последний ряд я закрывать не буду. Ниточку оставлю с правой стороны. Так, следующий ряд. Все петли цветочка, 5 петелек, провяжем белым цветом.
Так, это немножечко подтянем. Вот я их опять наберу сейчас. Вперед немножечко подталкиваю ее. Вот так вот. И идем до конца. И опять возвращаемся, как обычно. Потом заднюю часть зачистим. Ниточки хорошенечко попрятать. Вот такое у меня получилось. Немножко напутала, но разровнять потом хорошо. Можно положить под какой-то грузик, потому что в процессе вязания иногда вот так вот не очень ровно получается. Провяжем сейчас по схеме последние ряды белым и будем вязать окантовку нашего мысика. Закончила я вязать мысок. Вот смотрите, не закрывала петельки, ниточку подтянула, чтобы она не убежала. Оставляем ее здесь. Она нам будет нужна потом, когда мы будем крючком обвязывать. Теперь я наберу петли. Вот обвяжем такой рулик, сделаем, как я его назвала. Вот наметим серединку. У меня 35 петель до серединки получилось, одна посередине. И с этой стороны, соответственно, 35, всего 71 петля. Наберем сейчас их на спицу. Провяжем чулочной вязкой. Так, одна. Сейчас эту сразу тут запутаю. Так, под каждую кромочную эту петельку вытягиваем по одной. Набираем. И провяжем 5 рядов с изнанки лицевой, а с лицевой стороны изнаночными. Вот так вот. Понятно, да? Набираем петельки. 71 петля у меня получилась. Наберем по кругу петельки и провяжем с изнаночной лицевыми петлями, а с лица, чтобы у нас были изнаночные. Идем дальше. Я провязала 5 рядов чулочной вязкой. Здесь лицевая, здесь изнаночная. Вот это дело все примонтировала. Остались последние петельки. Сейчас я покажу, как я их привязывала. Для тех, кто не в курсе. Петельку снимаю. Вот ниточку подхватываю. И провязываю вместе. Вот так привяжу, потом обратно буду возвращаться. 2 ряда сделаю крючком столбики без накида белым цветом. Здесь у нас белая нитка осталась. И потом еще 4 ряда фиолетовым. Ну, вы высоту делаете такую, как вам нужна. У меня это где-то сантиметра 2,5 получилась высота бортика вот этого вот. Крючок у меня номер 5, 1,50 миллиметров. Я маленьким вяжу. Сейчас это дело доделаем.
Последняя. Так, куда ее здесь? Сейчас привяжем. Да, вот захватим за последнюю петельку. Привязали. Теперь переходим на белый цвет. И под каждую, вот косичка тут образовалась у нас, под каждую косичку. Сейчас. Угу. Вот так обвяжем несколько рядов белым, потом вернемся, перейдем, вот у нас ниточка осталась фиолетовым цветом. Вот так вот. Понятно, да? Столбики без накида обвязываем в каждую петелечку. Все, так идем до конца. Вот так вот. Идем, обвяжем, вернемся обратно. Фиолетовым 2-3 ряда обвяжем. Потом я к вам вернусь. Я обвязала мысок крючком. Вот так у меня получилось. А теперь с боковой стороны я наберу 14 петель и буду вязать узором, тунисским крючком, узором соты. Кто этот узор не знает, я сейчас немножко покажу вам. Так, набираю 14 петель. Вот так вот набрали. И возвращаемся обратно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Первая на крючке. Теперь первые 2 петельки. Вот я ввела спицу, я их провязываю 2 вместе. Накид 1 сделала. И опять 2 вместе. И так до конца ряда. Накид, 2 вместе. Накид, 2 вместе. Накид, 2 вместе. Накид, 2 вместе. После каждых провязанных 2 вместе идет у нас накид. Вот предпоследние петли, я их тоже провяжу 2 вместе, делаю накид и последняя кромочная. Возвращаюсь обратно по 2 петельки, возвращаюсь обратно. Второй ряд. В первом ряду я начинала, провязывала 2 вместе. Второй ряд я первую одиночную провяжу вот так вот, обычным тунисским вязанием. Следующие 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, и так до конца. 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 1 осталась одиночная и кромочная. Сейчас немножечко развяжется, уже будет сразу видно, где провязывать по 2 вместе. После 4-го ряда вы не запутаетесь. Начало ряда будем всегда чередовать. Первый ряд начинается у нас 2 вместе провязываем, второй ряд одиночную провязываем, третий ряд опять начало 2 вместе, четвертый
одну. И так будем чередовать ряды. Сейчас вернемся обратно. Так, теперь у нас 2 вместе. Накид. 2 вместе. Накид. Вот смотрите, вот уже образовывается такая вот сота-треугольничек. Эти 2 петельки я провязываю вместе. 2 вместе накид. 2 вместе накид. 2 вместе накид. 2 вместе накид. Возвращаемся обратно. Вот смотрите, вот эти 2 петельки, вот ромбик такой образовывается, мы их будем провязывать вместе. И после каждых 2 вместе будем делать накид. Так, теперь 2 вместе, 2 вместе. Первая провязываем. Следующие 2 вместе. Накид. И дальше продолжаем. 2 вместе, накид, 2 вместе, накид. Две вместе накид. 1, 2 вместе. Еще не очень понятно. Вот я вам вот так вот покажу. Вот так у нас должно получаться. Вот каждый ромбик мы соединяем. Через ряд, получается, мы его соединяем. Сейчас еще один разик. Я в конце тапочки вот здесь прибавила по 1 петельке, чтобы высоту сделать повыше. Вы можете этого не делать, если вам достаточно будет. Я 14 сделала 16 петель. Где-то сантиметров 5 до соединения, до конца длины. Я по 1 прибавочке сделала. Так, вот что у нас. Сейчас мы... Вот они просятся 2 вместе. Первые 2 вместе теперь у нас идут. Накид. Вот смотрите, вот 2 петельки. 2 вместе. Накид. Соединили. Накид. Соединили. Накид. Соединили. Накид. 2 вместе. Накид, придерживаем, чтобы он не убежал. И кромочную. Вот так вот. Возвращаемся обратно. Провяжем нужную длину тапочки. Примерим ее к нашей подошве. Сейчас дойду до конца, я к вам вернусь. Покажу, как я в конце последний ряд провязала. Тунисским вязанием, только изнаночными я его закрыла. Все, возвращаемся по 2 вместе. Я в описании эти 2 ряда напишу. Я специально вот рыхло так вязала, чтобы более было понятно. А вообще, когда большое полотно, побольше, этот узор смотрится лучше, конечно. Так, 1 провязали. 2 вместе. Накид. Вот, 2 вместе подняли. Накид. Вот ромбик у нас. Соединяем его. 2 вместе. Накид. 2 вместе. Накид. 2 вместе. Накид. И последняя кромочная, да? Угу. Все, так довяжем до конца. Возвращаемся обычными петлями. Я дойду до конца и к вам вернусь. Провязала я эту половинку, закрыла. Точно так же набрала 14 петель
таким же способом, как эту провязала вторую. Теперь последний ряд, что я делаю? Я провяжу изнаночными петлями тунисским вязанием. Подняла петельку, ниточка впереди у меня, захватываю, подтянула, подняла, захватила ниточку, протянули, подтянули. И вот получается как изнаночный ряд. Я так перекрою эти соты, оно будет более, как сказать, плотнее. Вот. Крючок ввела в петельку, придерживаем нитку пальцем и подтянули. И так до конца идем. Обратно вернемся по 2 петельки, как обычно возвращаемся. И следующий потом ряд будем закрывать петли. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Так, чтобы петельки не потерять, время от времени пересчитываю их. Цвет темноватый немножечко, поэтому... Так, предпоследняя. 16, нет, это последняя будет, смотрите. Предпоследнюю провязала. И крайнюю за 2 дужки, как обычно, провязываем. Вот, все. Возвращаюсь обратно. По 2 петельки возвращаюсь обратно. Следующий ряд закроем. Пожалуй, возьму этот крючок. Теперь буду закрывать. В петельку провела. Протянула. Петельку подхватила, ниточку вытянула и через 2 протянула, закрыла. И так закрываем до конца. Вернемся обратно сейчас. Соединим эти 2 детали. Так, и последнюю 2 дужки. Теперь я буду соединять их по лицу. Вы можете удобным, привычным для вас способом это дело связать. Сейчас эту петельку протяну сюда. Так, теперь что я делаю? Беру первую крайнюю дужку и первую с этой стороны, и через них протягиваю петельку. Вот так вот. Вот. Соединяю их. Одну захватила, одну дужку с этой стороны. Вот так вот. Соединим, потом поверху на 4 спицы наберем петли, сделаем окантовочку тапочка. Опять же по этой стороне вернемся на низ тапочка, обвяжем его, а потом уже будем к подошве монтировать. Вот за одну дужку, за вторую.
Так соединяем до конца. Вот, чтобы было более понятно. Вот такое у меня дело получилось. Сейчас соединю до конца. Наберем на бейку, на окантовку петли. Я провязала 12 рядов. Значит, закрыла ее и опять вернусь обратно. Подробно бейка у меня из предыдущих видео. Я сейчас ее показывать не буду, потому что это долго очень. Получится аж 2 части видео. Поэтому, девочки, закрываем сейчас петельки. Набираем по кругу петли для окантовки. 12 рядов провяжем. Я к вам вернусь. Я закончила обвязку верха тапочка. Ниточку вытащила на эту сторону сразу. Вот отсюда закрыли обвязку. Ниточку протянула сюда. Вы можете обвязать крючком. Любую обвязку, какую можете сделать. Как я уже говорила, эта бейка у меня в каждом предыдущем видео. В конце видео я ее показывала. Теперь возвращаюсь я по этой стороне. Вот у нас была косичка, где мы соединяли 2 половинки. Первая косичка, я в каждую дырочку ввожу крючок, захватываю и протягиваю. Что-то я тут напутала. Не напутала. Вот ввела, захватила. Ага, вот так. Протянула. Опять ввела. Ниточку захватила. Вытащила. И у нас получается вот такие 2 косички здесь образовываются. Вытащила ниточку. Протянула. И последнюю закрепим сейчас. Закрепили. Так, что теперь будем делать? Теперь весь тапочек обвяжем столбиками без накидов. Один ряд я обвяжу сиреневым цветом, и следующий ряд я белым цветом обвяжу. Вот в каждую кромочную петельку. Вот так вот. Вот под каждую петельку вводим. Крючок у меня какой? 1,50 миллиметров, номер 5. Значит, что хочу сказать. Количество петель вот от серединки и до серединки должно быть с двух сторон одинаковое. Обвязываем, обвяжем один ряд, сделаем второй ряд белым, посчитаем, какой у нас будет, сколько у нас получится петелек, для чего. В общем, здесь понятно, да? Обвяжем 2 раза столбиками без накидов, вот так вот, да? Посчитаем по правилам, что нужно сделать по правилам, хотя я от этих правил отступаю часто. Количество вот этих вот петель обвязки мы разделим на количество дырочек. Вот смотрите, у меня здесь 46 дырочек. Петель у меня сколько получилось? 136. Я их разделила, получилось, что у меня по 3 петельки я должна в каждую дырочку провязать. В общем, произведем расчет. Количество петелек разделим на количество дырочек и высчитаем, поскольку нам нужно будет столбиков этих провязать. Если даже у вас немножко здесь больше получится петелек, ничего страшного. Провяжем их потом 2 петельки вместе. Если бы мы тапочек вязали крючком и набирали бы с подошвы, то тогда точный расчет был бы важен. А так вот, какое количество петель у нас по тапочку, такое приблизительно должно быть по подошве. Теперь обвяжем тапочек и сразу же обвяжем отдельно подошву. Я не делала в каждой дырочке по 3, я рассчитала немножко по-другому. Вот у меня там должно было быть 136 петель, да? Я их что сделала? Смотрите. Первые на заднике 7 петель. Я по 4 петельки набрала, по 4 столбика.
Потом я набрала 3 раза по 3, потом 6 раз по 2 петельки, потому что серединка, чтобы не была сильно широкая. Здесь я шла 10 раз по 3 петельки, среднюю на мыске я 4 петельки набрала. В общем, так вот. 136 петель, половина, сколько это получается? 50, 65, 67. 67 я раскидала на количество дырочек. Но самое главное, чтобы вот на пятке и мысок закрыть, чтобы тут не было пустоты. Здесь 4 и пяточка тоже по 4. А там дальше можете и по 3 вязать, и по 2, чтобы количество петель по окружности, по всей окружности совпадало. У каждого разное количество вот этих вот отверстий на тапочке будет, поэтому точный расчет я вам не даю, ориентировочно. А там сколько у вас получится петель по тапочку, рассчитайте по количеству отверстий своих на подошве. Вот так вот ниточку сразу запутываем. Протянула раз, два, три, 4. И так буду идти по всему тапочку. Здесь сделаю с каждой половинки сейчас по 3 раза, по 4, потом пойду по 3 петли, среднюю сделаю по 2. Когда наберу эти петли, раз, два, три, 4, обратный еще один ряд провяжу, только уже с внутренней стороны. И все, потом примонтируем вверх к низу. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Понятно, да? Идем, обвязываем весь тапочек и пройдем еще один ряд, только уже с внутренней стороны. Заканчиваю я обвязку подошвы. Второй ряд иду. Осталось у меня несколько петелек. Так, и вот последняя. Так, все, это закончили. Теперь что я делаю дальше? Беру наш верх, находим серединку, соединю с серединкой, серединка на заднике, тоже их соединим, распределим. Так, тут у меня должно быть 11. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот так вот. Все равномерно распределим. И начнем привязывать. Сейчас я это вытащу теперь. Так, задник. Притянем сюда ниточку. Есть несколько способов соединения. Я буду провязывать по 2 петельки вместе столбиками без накидов. Одну с тапочки, одну с подошвы. Вот так вот. Все. На этом
закончено. По 2 петельки берем. Если где-то образовалась вдруг у вас лишняя, ее провяжите вместе с другой петелькой, ничего страшного. Можно подошву провязать один ряд, и тогда не столбиками без накидов, а просто соединить верх-низ. И вот так, сейчас я покажу. Смотрите как. Просто соединить верхнюю часть с нижней. И вот так вот, протягивая вот так вот. Просто вытягивать и вот так вот. Так еще можно соединить. Но я соединяю столбиками без накидов, так как по мне более-менее крепче будет. Так, где я тут остановилась? Все, и так вяжем до конца. Соединяем нашу подошву. В конце ниточки хорошо попрячем, закрепим все узелки. Я узелков не делаю, я просто хорошо-хорошо прячу ее. Ну, тайный узелок, конечно, можно сделать для гарантии. Вот так. Идем дальше. До конца, конечно, показывать не буду. Думаю, что более-менее понятно объяснила. Ничего здесь особо сложного нету. Аккуратненько, аккуратненько, не спеша. Закрываем петелечки. Вот такое дело у нас получится. Вот так вот. Все, закрываем наш тапочек. 7 легких петелек, девочки.